вопрос остальной продолжим. О, здорово! Дай рубль на 30, здорово. Этот день, дорогой Николай Николаевич, надолго останется в памяти ребят. И когда они вырастут и станут взрослыми, этот день для них будет одним из самых дорогих воспоминаний о детстве. Принимая такую дорогую вещь, как цветной телевизор, наша школа-интернат получила нечто большее, чем этот ценный подарок. Вы преподнесли нам прекрасный урок добра и бескорыстия. Вы, Николай Николаевич, бесспорно, человек будущего. Ребята, перед вами живой пример человека будущего. Для вас, Николай Николаевич, Саша Илларионов споет «Белеет парус одинокий». Аккомпанирует Леночка Ополева. Чукнутый он. Цветной телевизор подарил. Собралась старья, а работал, как новенький показывал. Богатей нашелся. А все, чтоб удивить. Продал бы. Оделся, как человек. Ведь гол, как сокол. Говорила ему. Да куда там? Нецелесообразно. Дал Бог золотые руки, а голова дырявая. А ведь не пьет, не курит. А толку-то что? Лучше попивал, и был бы как все. А то ведь пашет с утра до ночи. По ночам пишет. Да он людей смешит глупостями. Женила б ты его на себя, а? Легко сказать. Он на меня и не смотрит. Женила б. Я пошла. Вон и Вовик мой за ним как хвост носится. Дядя Коля сказал, дядя Коля показал. Под лежачий камень вода не потечет. Ну что ж мне его на танцы звать? А хоть бы и на танцы. Вовик оставляй мне, я посижу. Ну что тут дурного на танцы-то? Вместе с молокососами дергаться. Скажешь тоже. Ну, в ресторан можно. Да мало ли куда. В лес можно пойти. А то он в парк. Говорят, мотоциклисты приехали, по круговой гоняют. Ну, туда можно. Так к нему и не подступишься. А ты через Вовика. Он ему не откажет. Детей он любит. Он цветы и телевизоры дарит. Пусть Вовик подойдет и скажет: мама занята, работы на почте много. А ты их встреть, да при полном препараде, завейся. Ну, а там мороженое, пирожное, 5-е, 10-е. Ну, сама понимаешь, со всеми остановками. Прям-таки не знаю. Дядя Коль, а как эта штука называться будет? Перпетуум мобиле. Не слыхал про такой? Нет.
А многие забыли, поуспокоились. Вечный двигатель, по-нашему. Вот до ума доведу, толкну ногой и будет крутиться. А то, видите ли, там трение мешает закону механики. Ну и махнули рукой. Невозможен. А что значит невозможен? А фотоны? А солнечная энергия? Невозможен. Это еще бабушка надвое сказала. Невозможен. Какая такая бабушка? Ну, бабушка история. Такая интересная бабуля. Хитрая бабушка. Раньше туберкулез был неизлечим. А сейчас полгода и человек как огурчик. Бабуля вылечила? Не без нее. Сейчас вот медики рак штурмуют. Какой такой рак? Опухоль такая жестокая, болячка нехорошая. Сколько народу унесло. А явится экстрасенс. И начнет лечить налево и направо. И как рукой сняло. Ведь руками-то и снимают опухоли разные. Вот иди сюда. Давай руку. Ну-ка, елки-палки. Клади сюда руку. Чувствуешь тепло? Не-а. А теперь? Да, Что да? чувствую. Что чувствуешь? Тепло. Вот, а теперь? Чувствуешь холод? Чувствую. Ну вот. А говорят, невозможно. Пойдем, дядя Коля, а то лошадки сейчас уедут. Ледяной горою айсберг из тумана вырастает и несет его ручей по бескрайним по морям. Хорошо тому, кто знает, Во-во! Что делают? Радости-то, радости-то! Разумно, организованный отдых и радость людям и государству пользу. Да ведь это прощаются. Как скажи, в кругосветное путешествие уезжают. Психологически для них это кругосветное путешествие. Да? Угу. Радости-то сколько! Радости-то сколько! Николай Николаевич! Николай Николаевич! А я вас ищу. Да, Вовик катается. Да, отправился в кругосветное путешествие. Ой, не говорите. А меня вот отпустили, могу теперь с вами побыть. Да? А у нас там на почте событие одно. У Сергея Николаевича событие. Вот пришлось. Так, стало быть, вы, Люба, пришли, и я могу быть свободен. А куда же вы? Выходной. Николай Николаевич. Тут гориллу привезли, показывает. Редкость большая. Так давайте вместе смотреть. Хоть гориллу. Мне лучше одному. А мы с Вовиком вам мешать не будем. Да нет, не стоит. Так я и борща наварила, обедать пора. Вместе бы пообедали, а? Спасибо, Люба, но нецелесообразно. Как-нибудь в другой раз. Нецелесообразно. А пятерку за прическу отдала. Целесообразно? и все твои печали под черною водой. И все твои печали под черною водой.
Неужели все-таки от обезьяны произошел человек? Вы что, сомневаетесь? Это же доказано. Я привык все подвергать сомнению. Ну, от кого же еще? От кого? Мало ли. Вселенная безгранична, галактик много. Вы не допускаете мысли, что мы, возможно, инопланетяне? Не знаю, как вы. Я нет. Все на свете с тобою Кретины! Как пиво бьют у Бородины! Благодарю. Тут свободно? Свободно. Примешь полстакашка? Нет, нет. Чего? Не пьешь? Не пью. Ну ладно. Вот и решена проблема свободного времени. Все оказывается просто. Что просто? Ну, с проблемой свободного времени. Какого свободного времени? Ну, шумят, спорят, а тут вот полная ясность. Кто спорит? Ну, спорят, как проводить свободное время. А вам вот все совершенно ясно. С утра стакан, и целый день свободен. Да-да. Зверей смотрели. А, шел мимо. Зайти, думаю, что ли? Пацаном был, помню. А ведь это дорого, их держать-то. Это ж сколько он за сутки сожрет-то? Кто? Ну, хотя бы горилла. Кто его знает? Но если бы не было выгодно, их не держали бы. Выгода, конечно, есть. Верно? Верно-то верно, но вы пропускаете познавательный процесс. Не все же идут от нечего делать. Идут познать что-либо для себя. Ну уж, чего тут познавать-то? Гориллу, что ли? Дерьма-то. Сейчас пойду и заявлю. Что? Удивительно? А надо бы. лететь с одним крылом. Ты ищи себя, любимый мой, Значит так, я две, ты одну, с тебя ведро. Я три, ты одну, два ведра. Поехали. Вот. Проливаешь маленько, да. Не можешь. Всё. Не можешь. Два ведра. Что такое? Хочу спросить. Я дальше не понял. Ты правда, что ли? Что правда?
Заложить ты хотел. Ничего я не хотел. Но внушить кое-что надо бы. Ну-ка. Прошу. Видите ли, я ничего, в принципе, не имею против того, что люди выпивают. Но существует разумная организация людей. В целом, эта организация называется государство. И вот представьте себе, что все в государстве начали выпивать. Я же не в рабочее время. Я в свой выходной. Вот об этом-то и стоит поговорить. Выходной день. Что это такое? Представьте, что мы с вами возводим какую-то, допустим, монтируем какую-то сложную стальную конструкцию. Я электрик. Прекрасно, давайте представим, что мы с вами где-то ведем очень сложную сеть. Выходной день мы напились, протрезвились, неделю отработали, потом опять напились. Что, я алкаш, что ли? Я хочу сказать, нам государство предоставляет выходной день, даже 2. Для чего? Для того, чтобы мы, во-первых, хорошо отдохнули, а во-вторых, не отстали в своем развитии. Вот вы получили выходной день и не знаете, что с ним делать. Шел мимо зоопарка, зайти, что ли? Ну, если бы шел мимо, ну, не знаю, мимо аптеки. Мимо аптеки шел. Зайти, что ли, касторки взять? Так, что ли? Нельзя же. Нельзя же таким бревном-то плыть по течению, куда прибьет, туда и ладно. Государство предоставляет нам свободное время, чтобы мы познали что-нибудь нужное для себя, полезное. Ну что ж, мы так и будем веками дуть эту сивуху. Ну, хватит уж, мил человек. Хватит дуть-то, ее пора и честь знать. Государство ускоряет ритм. Это уже давным-давно не телега, это лайнер. А мы за этим лайнером все пешком. Все наклоняемся, да все стаканы булькаем, все булькаем. О каком же движении, о каком ускорении тут можно говорить? Ну, куда же мы на этот лайнер с красными-то глазами? Блевать там! Сука! Ты хочешь на мне карьеру состроить? Где работаете? В рембытконторе. Он на меня начал говорить, что я блюю, где попал. Кем? Я про тебя, что ли, говорил? А про кого же? Про Пушкина, что ли? Дурак, я развивал общую мысль. Тихо! Можете помолчать немножко. Кем работаете? Электриком. Дубина, тебе не электриком надо, а золотарем. 2 смены, гад подколодный. Руки все начал распускать. В общем так, граждане, вы пройдете прямо с сержантом. А вам штраф. Пройдемте. 10 рублей. Сахар оставьте здесь. Там 12 килограмм, чтобы не пропало. Никто из них не гордится своей работой. И многие боятся, чтобы родные не Да. узнали об этом промысле. Открыто! Как правило, это девушки из неблагополучных семей без образования. Здравствуйте. Мы пытаемся найти для них приемлемое жилье. Разрешите и оказать представиться? какую-то помощь. Князев Однако искушение Николай Николаевич. улицей очень Вас сильное. я знаю, Многие наблюдал вашу работу зарабатывают дважды. доставить Здрасте. больше фунтов в день. Когда их задерживают и штрафуют, Садись. они платят. Угу. Они смотрят на это Подожди-ка, как на а? своеобразный налог. Ну что ты разбрасываешь, убери ты. Налог. Почти все они практически Да вы рабы. присаживайтесь. Ага, спасибо. И если не приносят достаточно денег, их бьют. Джулиан Смит благодарит А Бога, что вам номерок-то пришлось не на очень, работу. да? Для наглядного сравнения он везет нас в Сурган, где все это дело Я, собственно, вот что. Хотел пригласить вас к себе домой. Зачем? В гости. Чайку попьем. А?
Я тут недалеко живу, 6 остановок на автобусе. Штуку вам одну любопытную покажу. Интересуетесь новыми открытиями? Нет, не интересуемся. Ну, просто так. Пойдемте. Зачем? Да в гости? Боже мой. Чего тут такого-то? Чего переглядываться-то? Я же не приглашаю вас на троих собрать. Слушай. А? Что тебе надо, а? Гриша. Что тебе надо, а? Заглохни. Зачем обижаться-то? Я не обижаюсь. Но с другой стороны, не пойму. А я объясняю. Пойдемте ко мне в гости. И будет как раз с той стороны, с какой... Не пойду. Не хочу пить чай, ясно, нет? Да почему? Слушай, выйдем, а? Гриша. Молчи ты. Давай выйдем. Куда? В коридор. Там объясни, что тебе нужно. Зачем? В коридор-то я здесь объясню. Лучше там. Только ради бога не подумайте, что я что-нибудь тут преследую. Просто мне захотелось поговорить с приезжими людьми. Гриша. Гришенька, ты же свободен. Извините, а я не могу, потому что мы уезжаем завтра, и мне нужно вещи Так собирать. я знаю, что вы завтра-то уезжаете. Я потому и пришел. Извините, что так неловко получилось, хотел как лучше. Вас, наверное, покоробил, что я это хихикать стал. Так это я от смущения. Все же вы люди знаменитые. Да ладно, что там? В гости так в гости, можно сходить. Сходи, а я пока вещи соберу. Пойдемте. Посмотрите, как живут провинциалы. Двери закрой. А то ведь все равно так лежите. Чего? А? Угу. Вперед. Гриша! Ай, Господи. Царица небесная. В чем дело, а? Вас как по батюшке-то? Что тебе надо, я спрашиваю? Эй, ну вы что, испугались, что ли? А? Что надо, я спрашиваю? Я, знаешь, этих штук вот эти не люблю. В гости приглашаю, на чай. Вон мой дом у самой воды рукой подать. Дом сестра, телевизоры. Ну, Сестра, манера какая-то странная. Хихикаешь все время. сейчас налево. Манера-то заметил. Манера, которая вырабатывается от постоянного общения с человеческой глупостью и тупостью. Вот побьешься в нее головой и начнешь хихикать. Сперва, знаете, кричать хочется, ругаться, а потом уж смешно. Направо. Тормозите, стоп! Приехали! Вы про Спинозу что-нибудь слышали? Про кого? Про Спинозу. А, этот, конечно, композитор. Мыслитель такой был. Не композитор, а мыслитель. Философ. Так вот, приехал как-то Спиноза в один городок. Приехал, поселился у каких-то людей, целыми днями сидит, что-то пишет. А ведь простые люди, они как, сразу насмех. Глядите, мол, человек ничего не делает, только пишет. Что остается делать Спинозе? Это ты спрашиваешь, что ли? Спрашиваю. Что делать мыслителю-то? Ну, что делать, что делать? Ну, то, что и делал, ну, мыслить. Ну, писать, что ты? А? Писать. Писать. Это легко сказать спустя 300 лет. А ведь он тоже был живой человек. Его эти самые, как вы говорите, штуки тоже из себя выводили. Я хотел бы вас только предупредить. У меня сестра, она не слишком приветливая. Так что не обращайте внимания, если она будет неудовольствие. Там проявлять. Ну, может, если не приветливо, то лучше не ходить. А? А что делал Спиноза? Что? Смелее, артист. Пусть нас осудят потом, если исторически окажутся умнее нас. Не бойтесь. Да я не боюсь, но попёрся к вам зря, это уж точно. Как сказать. Прямо? Как сказать. Прямо и налево. Ой, ну куда же оба два-то, ну? Это товарищ из госцирка. Ты приготовь нам чайку, а мы Здрасте. побеседуем. Сюда, товарищ Кагородов. Извините. Тут головой не ударься. Еще одна жертва. Не обращайте внимания. Проходите. А зачем столько телевизоров-то? Ремонтирую. Спиноза стекла шлифовал, а я вот паяю. Тем самым зарабатываю на хлеб насущный. Гражданам по мелочам ремонтирую. А мастерская у нас маленькая. Приходится домой брать. Да вы садитесь.
Вы садитесь. Я не люблю, когда стоят. Садитесь. Чаю, возможно, не будет. Может, и будет, если совесть проснется. Вы садитесь. Я не люблю, когда стоят. Садитесь. Здесь труд многих лет. Это размышления о государстве. О чем? Мне нужно 1,5 часа вашего времени. Блю, стала как это? Тряпку дай. Я прошу, я очень тебя прошу. Не надо нам твоего чая. Но не нервничай, пожалуйста, и не психуй! Фотки все парами. Теперь будет всю ночь колокотить. Психуем. Государство – это очень сложный организм. Чтобы извлечь из него пользу, оно требует осмысления в целом. Не в такой, конечно, обстановке, но тут моя ошибка. Нужно было свой дом строить. Я жду, когда она замуж выйдет, а она ждет, когда я женюсь. Вот и невесту мне с почты приглядела. Вот это вот Люба. Серьезная женщина, и мальчик у нее славный, но это все так, ладно. Вот здесь, собственно, и есть осмысление государства. Вот, глава 1. Схема построения целесообразного государства. Государство – это многоэтажное здание, все этажи которого прозваниваются и сообщаются лестницей. Причем этажи постепенно сужаются, пока не останется наверху одна комната, где помещается пульт управления. Смысл такого государства состоит в следующем. Мобилизуйте вашу фантазию и будем нанизывать явления, которые нельзя пощупать руками. Русский человек любит все потрогать руками. Тогда он поймет, что к чему. Мыслить категориями он еще не привык. Вам смысл ясен, о чем я читаю? Вам ясно? Представим себе это огромное здание в разрезе, а население этажей в виде фигур, поддерживающих этажи. Таким образом, все здание держится на фигурах. Для нарушения общей картины представим себе, что некоторые фигуры на каком-то этаже X уклонились от своих обязанностей и перестали поддерживать перекрытие. Перекрытие прогнулось. Или же остальные фигуры, которые честно держат свой этаж, получают дополнительную нагрузку. Закон справедливости нарушен. Нарушен также закон равновесия. На пульт управления летит сигнал тревоги. С пульта управления запрос. Где провисло? Немедленно прозваниваются все этажи. Люди доброй воли плюс современная техника установлена. Провисло на этаже Y. С пульта управления... Вы это серьезно? То есть... Вы этим серьезно занимаетесь? До свидания. Ну, что ты дурака валяешь? Ну, неужели тебе никто не говорил? Я понимаю, понимаю. Двигатель мотоцикла – это конкретно, предметно. Центробежную силу тоже, в конце концов, себе можно фантазировать. Тут другое, так ведь? До свидания. Слушай, ты, поехали ко мне. У меня полбутылки. Посидим. Ну, что ты будешь здесь сидеть один? Ну, брось ты обижаться, что ты как... Простите, а как звать? Ну, ты не сказал. Еще в гостинице сказал. Николай Николаевич. Коля, значит. Я Гриша. Микол, ну поехали выпьем. Ну, брось ты это государство. Разберутся они без нас, а? Вот так мы рассуждаем все. Вы хотя бы... Вы даже не вникли, в чем там у меня дело. Вы прослушали бы хотя бы главы 2. Это одна тетрадка. А? Слушай, у тебя какое образование, а? Сколько есть, все мое. Людей не смешил бы. До свидания. Это что-то быстро. А то он тут одному военному до утра лапшу на уши вешал. Мы же с вами не в филях. Ужинать будешь? Я работаю. Допиши, хоть запишись вовсе. Николай Николаевич! Я работаю. А может, что дельно у него там? И ты туда же. Вот охмутала бы его и писали бы на пару. А то бы он тебя читал, а ты уши развесила и слушала. А я бы и слушала. Слушай, прошлым летом в
театре я видела, как одна баба мужика опутывала. Упала в обморок, притворилась. А он забегал, захлопотал, а баба лежит. Что он только не делал. И дул на нее, и прыскал, и тряс ее. А потом она его как притянет. Он-то и застрял. И поженились? А то... А как притянуло-то? Господи, как? Че, не знаешь, как притягивает? Ой, я как вспомню, так вздрогну. Слушай. Своего-то тошнить тянет. У тебя когда именины Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья? Когда? Осенью? Угу. А мы их в среду справим. Зачем? Как зачем? Ну зачем? Чего тянуть-то? Он все равно не докумекает. А мы с тобой сядем чин-чинарем, примем для храбрости. Я как будто бы уйду, а ты и падай. Куда падать? Куда? В обморок. А как я упаду-то? Господи, падай и лежи пластом, а я рядом, тут, за окошком буду. Ну, а дальше что? А дальше больше. Он прибежит к тебе, ты уж тут не зевай. Застани или там еще чего. А как дойдет до дела, я вас и застукаю. Да какого дела? Господи, ну что он тебя съест? Ну, а застукивать-то зачем? Сами, что ли, не разберемся? Угу. Я вижу. Вы 3-й год уж разбираетесь. Бестолковая. Застукала, свидетель есть. Куда ему деваться? Не отвертится. Так и в театре показывали. Прям-таки не знаю. Ну чего не знаю-то? Ну, может, не надо нас застукивать, да? Ну не надо, так не надо. А там видно будет. Надо, не надо. Скажите, пожалуйста. Здравствуйте. Вы не скажете, где ЗАГС? Это в центре города. 6 остановок на автобусе. Спасибо. Вам куда? В ЗАГС? Садитесь, мы вас подвезем. Пойдем, Жозефина. Осторожно, она у меня хрупкая, Жозефина. Добрый день, Люба. Мне писем нет из Академии наук? Нет, Николай Николаевич. Но ты хотя бы посмотри. Я каждый день смотрю, Николай Николаевич. Смотрю. А хотите, я при вас еще посмотрю? Нет, вам нет. Пишут. Из ЮНЕСКО. Откуда? Из ЮНЕСКО. И оттуда нет. До свидания. Николай Николаевич. А у меня послезавтра именины, Николай Николаевич. Поздравляю. Может, посидим вместе с вами, а? Вечером. Может быть, Люба, я не знаю. Я сейчас спешу, извини. Сергей Николаевич, тут жалоба. Опять жалоба. Опять жалоба. Сегодня у нас в передаче дорогой гость, Николай Николаевич Князев. Пришел для того, чтобы рассказать о своих мыслях об устройстве государства. Однажды, Сергей Петрович, я подумал, а что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государства? Вы только представьте себе, никто не ворует, никто не пьет. Вот очень важная мысль. Никто не лодорничает. Как здорово. Никто не берет и не дает взяток, не спекулирует.
Каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание, в государство. Когда я вдумался во все это и мысль накинул наши просторы, меня захватило дух. Боже мой, подумал я, что же мы делаем? Ведь мы могли бы заасфальтировать весь земной шар, прорыть метро до Владивостока, лестницу построить, до Луны. Я также понял, что одна глобальная мысль должна подчинять себе все конкретные, касающиеся нашего поведения и быта. Коля, Князев, крути сюда. Крути. Доброго здоровья, Николай Николаевич. Здравствуйте. Взглянул бы на нашу бандуру-то. Включишь, снег какой-то идет. Кто может сравниться с матиной моей, сверкающим блеском темных очей, за 8 огней? А ты... С антенной, верно, что-нибудь. Поудить нету желания. А то вот мы налаживаемся с Юрием Викторовичем. Не люблю. Рыбалку не любите, что так? А как вам сказать? Трата времени. Отдых есть отдых. Не все ли равно на что тратить время? Существует активный отдых и пассивный. Активный предполагает вместе с отдыхом какое-нибудь целесообразное мероприятие. От этих мероприятий и так уже голова кругом идет. Я говорю не об этих мероприятиях, а о целесообразных. Улавливаете разницу? Нет, не улавливаю. Потрудитесь объяснить. Сделайте милость. Вы кто по профессии? Какое это имеет значение? Ну все же. Художник, гример. Вы в курсе дела, как насыпаются могильные курганы? При чем здесь курганы? Вы видели, как их насыпают? А вы видели? Ну, в кино видели же. Ну, допустим. Представления имеете. Я хочу, чтобы вы вызвали умственным взглядом эту картину, как насыпают курганы. Идут люди, один за одним, каждый берет горсть земли и бросает. Сперва засыпается яма, потом начинает расти холм. Представили? Ну, обратите внимание на несоответствие величины холма и горстки земли. Что же случилось? Ведь вот горсть земли, а с другой стороны холм. Что случилось? Чудо? Никаких чудес. Накопление количества. Так создавались государства от Урарту до современных суперов. Что может сделать слабая человеческая рука? О, удочка. Вот удочка. Тоже произведение рук человеческих. Это когда человек один. Но когда они беспрерывно идут друг за другом и бросают по горстке земли, образуется холм. Удочка и холм. Улавливаете? Не улавливаю. При чем тут одно и при чем тут другое? А? Мы же заговорили, как провести свободное время. А? Я утверждаю, у меня была мысль, что чем бы ты ни занимался, если тебе это нравится, значит, отдохнул хорошо. Бред, галиматья, рассуждение на уровне каменного века. Как только вы так начинаете рассуждать, вы тем самым тут же выходите из той беспрерывной цепи человечества, которая идет и накапливает количество. Я уже вам дал такой наглядный пример, как насыпается холм. Вы только представьте, все прошли и бросили по горстке земли, а вы не бросили. Тогда я спрашиваю, в чем смысл-то вашей жизни? Чепуха какая-то. А уж действительно галиматья-то. Какой холм? Я вам говорю, я приехал сюда отдохнуть. На природу, к морю. Я люблю рыбачить и буду рыбачить. В чем дело? Ну, и я приехал отдыхать. Ну? Что? Ну так что? Холм приехали сюда насыпать. Нас устраивает, когда мыслят категориями, то не устраивает. Еще. Такой уж наглядный пример. В чем смысл нашей жизни вообще? Это у кого как? Нет. Вы ответьте, в чем состоит всеобщий смысл жизни?
во всеобщей государственности. Процветает государство, процветаем и мы. Так? Так или не так? Ну так. Так. Образно говоря, все мы несем на своих плечах известный груз. Ну, представьте себе, что вы, я, дедушка, несем бревно. Несем, нам надо пронести его 100 метров. Мы принесли 50 метров, вдруг вы бросаете нести, отходите в сторону и говорите, у меня отпуск, я отдыхаю. Ну что, отпусков что ли не нужно? Это же тоже бред сивой кобылы. В данном конкретном случае отпуск возможен, когда мы это бревнышко принесем положенных 100 метров и сбросим. Тогда отдыхайте. Я не понимаю, что вы хотите сказать. То холм, то бревно какое-то. Вы приехали сюда отдыхать? Я приехал отдыхать. Ага. Что бревно, что ли, приехали сюда бросить по дороге? Вы что, нарочно, что ли? Не понимаете? Да нет, я серьезно ничего не понимаю. Глупость какой-то, бред. Полная бестолочь. Ну, полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну вот ты, дед, ты что-нибудь понимаешь? А? Я говорю, ты понимаешь, что это товарищ молотит? Слушаю, это серьезно. Да, серьезно. А я ничего понять не могу. Ну, ничего не могу понять. Успокойтесь, зачем же нервничать? Ну? А зачем же чепуху-то молоть? Вы даже не вошли в суть дела, уже чепуха. Да почему же? Когда же мы научимся рассуждать-то логически? Ну, вы сами-то. Раз не понял, значит чепуха. Бред. Великолепная логика. Сколько же мы так отмахиваться-то будем? Ну, давайте вот так. Ясно, просто, точно. Что вы хотите сказать? Нормальным русским языком. Вы где живете? В Томске. Нет, шире. В целом. Не понимаю я. Ну, не понимаю. В каком целом? В чем это? Где? В государстве живете. В чем лежат ваши главные интересы? С чем они совпадают? Не знаю. С государственными интересами. Ваши интересы совпадают с государственными интересами. Сейчас я понятно говорю. Ну. Так в чем смысл вашей жизни? Ну. Да не ну. В чем смысл жизни каждого гражданина? Ну, не знаю я. Ну, чтобы работать, я не знаю. Ну, чтобы быть честным. Не предавать, кого попало. Защищать Родину, когда потребуется. Это все так. Это все правильно. Но это все ответвление. В чем главный смысл? Где главный, так сказать, ствол? Ну, в чем? Я вас спрашиваю. Да не знаю я. Не знаю, что хочешь делай со мной. Не знаю. Ты что, дурак? Долбай. Что ты от меня хочешь? Что ты от меня хочешь? А? Что тебе от меня надо? Ты можешь сказать, или я тебя попрёт сюда поленом? Юра! Чего тебе от меня надо? Чего? Успокойся ты, что? Господи, твоя воля. В синем море, океане, каждый на свой лад распоясался, буянит нечисти отряд. Беспокоит перспектива, потому бузят. И бушует злая сила много лет подряд. Щуку в море, в воду в ступу и воду в решето. Дядя Коль, когда перпетум мобили запускать будем? Завтра закончу, завтра и запустим. Ну ладно. Водяной руками мажет высох от речей. Перековывают наших ведьм и упырей. Пронеслись одни застои, были времена. И теперь нам для разбоя трудная пора. Щуку в море, воду в ступу и воду в решето. Но нету нам другого ходу, будоражит дно. Стал Нептун невыносим, нам на супротив. Хочет высушить трясину, вычистить залив. Саботаж мы выдвигаем на передний край. Пусть в подводных огородах гибнет урожай. Щуку в море, воду в ступу и воду в решето. Ёлки-палки, сколько же бездельников. Если б каждый да по горсточке. А с моральной стороны, кто бы был задел, привлечем еще русалок для амурных дел. Так что не скучать, девчата, не жалеть хвостов. Наступать должны все разом и со всех фронтов. Щуку в море, воду в ступу и воду в решето. Но нету нам другого хода, будоражит дно. Я думал, вы дома.
а вы на работе. Что там у вас случилось-то? А то мне все там рассказывают. Да чего рассказывает-то, боже мой? Чего рассказывает-то? Товарищ Князев, мне это неловко делать, но я должен. Да что должен? Да что должен-то? Что я, ей-богу, не понимаю, что я сделал? Товарищ Князев. Ну хорошо, черт с ними. Как хотят, так и пусть живут. Благодарю. Ну, елки-палки, что я ему такое сказал? Наводил на мысль, чтобы он отчетливо понимал свои задачи в жизни. Он бы мог выступить у нас в клубе, про артиста бы рассказал. Господи, ведь он же художник, гример. А при чем тут жизненные задачи? Он бы сделал полезное дело. Я вчера с того и начал, что идет вереница людей. Каждый берет горсть земли и бросает. Образуется холм. Холм-тире-сообразное государство. Если допустить мысль, что смысл жизни каждого человека, образно говоря, заключается... Нет, товарищ Князев. У меня в 10 часов собрание, совещание где-то. Я как-нибудь с удовольствием вас прослушаю. Давай ешь с хлебом. Да никто с тобой не гонится, не давись, не отнимут. Пореже, пореже. Да, мы с дядей Колей сейчас перпетум будем запускать. Мобили. Чего? Машина такая. Вечный двигатель. Он сам работает. Все рады, никакого кризиса. Какого такого кризиса? Но ведь сейчас же кризис энергетический. А если перпетум запустить, то никакого кризиса не будет. Ой, Вовик, что-то я тебя не понимаю. Про что ты говоришь? Мам, ну смотри, это же все очень просто. Вот это Солнце, а это Земля. Их же никто не крутит, а они крутятся. И Солнечная система крутится, и галактики целые крутятся. И все люди крутятся. Вот ты думаешь, ты стоишь, а ты крутишься. Я-то точно как белка в колесе. Ты куда? Дядя Коля! А не опасная эта штука-то? Может, и опасная. А ну как взорвется? Ой, не знаю. Соли много извел. Вовик давеча объяснял, вечный двигатель делают. Мам говорит, дяде Коле за эту штуку, говорит, при жизни памятник поставят. Угу, поставят. Догонят и еще поставят. Вовик рассказывал, ну прям как по книге читал, про звезды и про Луну. Ой, с кем поведешься, того и наберешься. А ничего тут плохого и нету Вовику, кроме пользы. Начнет объяснять, куда там. Вот поженитесь и будете вечный двигатель делать. С утра до вечера и обратно. Дня будет мало. Ну что, Вовик, начнем вечное движение? Начнем, дядя Коль. Ну-с. Вековая мечта человечества. Извольте! Ура! 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 Дядя Коль, он останавливается.
Вас и не узнать. Да пока машины с балаганом перевезут, неделя пройдет, решили остаться позагорать. Как сейчас ученые думают насчет вечного двигателя? А? Чего? Насчет вечного двигателя. Какого двигателя? Ну, этот, перпетуум мобили. Нормальный вечный двигатель, который никак придумать-то не могли. Кто думает-то? Ученый мир. Вообще, что, сняли, что ли, эту проблему? Выходит, что сняли. Не рано. Да что не рано-то? Сняли проблему. Ну ты что, вечный двигатель изобрел, что ли? Изобрел. Поздравляю. Ну, Галя, ну. Человек вечный двигатель изобрел, и ты еще со своими глупостями. Такая вода холодная. Ну, а дальше что? Ну, а дальше-то что? В каком смысле? Ну, ты поздравил, а дальше что? В магазин беги. Ну, а если серьезно? А если серьезно, то глупость все это. А если не глупость? Да глупость. Тоже мне Кулибин нашелся. Ученые всего мира думают, а ты бах и придумал, да? Ну, вот так рассуждают все и махнули рукой. Да не махнули рукой, доказали, невозможен. Ну, ты должен понимать, невозможно, невозможно. Ведь оно крутится. Кто оно крутится? Колесо. И всю ночь крутилось, и сейчас крутится. Крутится и крутится. Мне надоело смотреть, я вот решил пройтись. Колесо чего? От велика. Ну, правильно. Там подшипник хороший, вот оно и крутится. Да? Но не всю же ночь. Дядя Коль, пойдем еще раз крутанем, может, оно закрутится. Дядя Коля. Я сейчас на работу, как будто бы забыла ключи. А ты уж не зевай. Самое главное, понахальней. Падай и лежи. Сейчас. Ну, давай, для храбрости. Никуда не денется. Придет. А чего я завалюсь-то? Как чего? Ну, отравилась, что ли? Да не отравилась. Испугалась с испугу. Вот так в обморок. Ах! И лежи. А чего испугалась? Ну, я не знаю, мышки какой-нибудь. Помутилась у тебя, ты в обмороке. Лежи. У вас мыши есть? Да какая тебе забота? Падай и лежи. А я пошла. Тихо. Люб, я сейчас на работу сбегаю. Ключи забыла сдать. А ты уж тут не скучай. А в наших встречах позабыть и потому на память обо мне возьми вот эти скромные цветы. Падай, падай! Потому на память обо мне возьми вот эти скромные цветы. Люб, падай с криком, не слышит. Поняла? Она возьмет основу.
Вставай. Не слышит глухарь. Бери вазу с конфетами и бей вдребезги. И кричи, что есть силы, а то ну ничем не проймешь. Когда туман сгущается она пройдет, не поднимая глаз. Вам плохо? Люба? А, Клава? Клава, где ты? Клава! 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 Люба, что с вами? Что случилось-то, Люба? А? Что с вами? Что случилось? А? Люба? Что с вами? Сердце? Что чувствуете, а? Что? А? Что? Поцелуйте меня. Люба. Люба. Это видите ли, нецелесообразно, Люба. 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 Все больше между нами фальши. Так неужели, милый мальчик, это был ты? Как я верила глазам твоим, как я верила словам твоим. Ну как? Глупо и смешно, впрочем, все равно. Нецелесообразно. Хватит, не буду вспоминать, не буду Раз, два, три, четыре. Если нужно, бьем тревогу, поступаем только так. Шефу Князеву салют! Пионеры дружно шлют. Пиво, водку, самогон! Мы сотрем планеты вон. Да здравствует! Наука, Да здравствует! прогресс и мудрая политика ЦК КПСС. Добрый день, Люба. Добрый день. Видишь ли, тут у меня 8 тетрадей. Я бы их хотел отослать. Как их лучше, в ящик или... Понимаешь, я хотел бы иметь 100% гарантию, что ни одна из 8 тетрадей не пропадет. Их, наверное, лучше ценной посылкой. Николай Николаевич, дорогой, давайте подождем с посылкой. Я понимаю, не мое это дело, Николай Николаевич. Но все-таки послушайте доброго совета. Подождите. Ведь всегда успеем. А может, раздумаете, а? Дура! Дура ты пучеглазая! Что ты сидишь, какаешь? Ты хоть слово государство напишешь правильно, ты же напишешь государство! Не смейте на меня так орать! Сергей Николаевич! Сергей Николаевич! Сергей Николаевич, идите-ка сюда! Тут чего-то про государство, Сергей Николаевич! Ну, что такое? Чего это про государство?
государство! Идите-ка сюда, Сергей Николаевич! Вместе глаза выпучим! Ну, в чем Может, дело? с моей тыквы полторы извилины есть? В чем дело? В шляпе! Прочь! Да ты что? Прочь, Ты хамло, что, пьяный? прочь! А ну, держите его, пьяный! Отпусти меня! Ах, Ну его! Бежи! А ну, давай сюда его руку! Ура! Наша взяла. Ну, лежите, лежите. Он же пьяный! Нет, я не пьян. Я не пьян, этот номер у вас не пройдет. Я позволил себе послать свой труд по почте. Это чья почта? Это твоя почта, это моя почта, кретин! Эх, лягушатинка! Я позволил себе записать свои мысли и нечаянно уронил камень в ваше болото. Какое кваканье началось! Я не задел тебя по голове, Сергей Николаевич! Покричи, милицию! Поговори! Совсем спятил, ну выводи его! Полудурки! Выводи. И нравится им быть полудурками. Вот ситуация, это нравится им. Нравится им быть полудурками. Нравится быть полудурками. Спинозу ведут! Не видали Спинозу? Вот он я в шляпе, в галстуке Спиноза. Здравствуйте! Ёлки-палки! Ну, шумел я, шумел. Я же не пьяный, я же не пьющий. Оскорбил я кого-нибудь? А Сергея Николаевича? А эту Любу еще? Отвезите меня в больницу. У меня голова болит. Что полудурками-то назвал? А кто же они? Ну, в больницу, да в больницу. Хорошо, что милиция рядом, а то наговорил бы бог знает чего. А что у трезвого на уме? Да у пьяного. Да он не пьющий-то Колька-то. Я родился в бедной крестьянской семье, 9-м по счету. Само собой, ни о каком образовании не могло быть и речи. Воспитания тоже никакого. Нас воспитывал труд. Глаза откройте и сядьте. Положите ногу на ногу. Если я пробил эти пласты жизни над моей головой, то я это сделал сам. Признаки философского сознания возникали у меня с самого детства. Бывало, если бригадир вдруг наорет на меня, то я через некоторое время вдруг задумался, а почему он на меня орет? Мой разум упорно стучался в закрытые двери. Я много читал, хотя наживал через это массу неприятностей себе. Отец не одобрял мою страсть, заставлял больше работать, но я все равно читал. Я читал все подряд. Пожалуйста, головой не шевелите. Проследите глазами за молоточком. Я читал все подряд, и чем больше читал, тем шире открывались двери, сильнее меня охватывало беспокойство. Я оглядывался вокруг себя и думал, сколько же всего наворочено. А порядка нет. Одевайтесь. Так весь я постепенно проникся мыслями о государстве. И с грустью, и удивлением стал понимать, что мы живем каждый всяк по себе, и мало кому есть дело до интересов государства. А если кто и кричит об интересах, то тот все равно притворяется. Все равно ему свое дороже. Он хочет выглядеть передовым и тем самым побольше украсть. Пейте валерьянку. Угу. Я видел, как разбазаривают государство. Каждый старается на своем месте. И все же, думал я, государство еще живет. Чем же оно живет-то, продолжал я размышлять. И пришел к такому выводу: структурой. Структура государства такова, что даже при том минимуме, который мы ему несем, оно еще всячески способно себя укреплять. А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государства? Совершенно нормальный человек. Что случилось, Князев? Ну? Да ну их к черту. Взорвался просто. Глупость человеческую больше не мог выносить. Я ей одно, она мне: давайте подождем, давайте подумаем. Она подумает, курица. А зачем оскорблять-то? Она же меня хуже оскорбила.
Она меня за идиота считает. Она же ведь ни строчки тут не прочитала. Я знаю откуда. Она к сестре моей ходит. Та ей, мол, бред, галиматья, пустая трата времени. А что это вообще-то? А? Мысли о государстве. 7 лет писал. Только это не надо сейчас. Ничего. Я прошу, не надо. Не, оставь, я посмотрю. Ну, посмотреть. Можно идти, что ли? Можно-то можно. Только перед почтовскими надо извиниться. Надо, Князев? Хорошо, я извинюсь. Я извинюсь. Ну, хорошо, иди. Я потом отдам. Там 8 тетрадей. Ну и что? Чтоб не случилось чего. Там 8. Ну, 8. Чтоб не пропал никуда. Да все будет в сохранности. Ведь тут может быть... Смотрите, чем дальше палка от берега, тем дольше ее не выбрасывает. Да-да. Простите, сэр, это велосипед. Почему? Ну, это-то давно уже известно. Корабли, например, в шторм стараются как можно дальше отойти от берега. Я не думал о законе как таковом. Просто это похоже на людей. Вадим остался? Да. Сильные идут дальше. А в результате шторм, житейский, так сказать, шторм, побеждает наиболее сильный. Кто дальше отгребется? Это слишком умно. Это слишком неверно, чтобы быть умным. Почему? Вопрос в том, как оказаться дальше от берега. Я же не говорю наиболее сильные. А может быть так, наиболее хитрые? О! А я имела в виду другую силу, настоящую. Важен результат, ребята. Когда мы правильно оцениваем нашу силу, мы ясно видим, что должны делать для достижения нашей цели. Простите, а что вы сказали? Это не я сказал. А кто? Бенедикт. Бенедикт? Спиноза. Так он Борух. Спиноза Барух. Простите, я не понял, что он сказал. А вы не поймете. Эх, елки-палки. Ну куда же вы? Вы ж простынете. Вода 7 градусов, дядя. Ухой. Простудитесь! Морж, наверное.
По-моему, он к своим 36 еще 40 градусов добавил. Сибиряк. Все нипочем. Верных 76 градусов. Давай! Алло! Ребята, ну что, серьезно, что ли? Шутник. Он же тонет, ребята! Эй, эй! Ты что, серьезно, что Ты ли? серьезно, какого черта? Алло! Ну спасайте же его! Ребята, ну что же, ребята, ну что вы? Утонет ведь. Пару раз глотнет. Вот, блин. Эй, держись! Держись! Зачем он полез-то? Он подо мной! Я его за трусы схватил, а он из них выскользнул. Где он? Тут был. Лодка! Лодку! Эй! Лодку! Вот он! Держи. Спускайся. Держи его. О, поймали! Поймали! Ребята! Голову держи. Голову держи. Держу я. Ой. Откачивать умеешь? Да подожди, откачивать. Дыхануть надо. Воду слить. Ой, что это? Ой! Давай. Так что? Давай. Он охлебался. Рот открыт. Вот держи. Да. Вертикально. Держи. Хорош. Все, ребята. Пойдем. Пойдем. Занось. Ребята, наденьте ему штаны! Давай, качай. Ребята, наденьте, помогу вам откачивать! Ты в магазин лучше беги, а? А то пропадешь к черту с этими моржами. Ребята, вам теперь медаль дадут, да? Вовика без трусов не считается. Как это? Без трусов-то не считается! Ну, если вытащили утопающего, он без трусов, то не считается, что спасли. Нужно достать трусы. Тогда дадут медаль. Ира! Иди подержи голову! Да ну какие-то! Ну, ребята! Ну, наденьте же штаны! Ир, ну мы в штанах. Ну что ты, бог с тобой. Ирочка. Кажется, очухался. Друг, оклемался? Ну что, с днем рождения, дядя. Вроде живой. Вот чесану. Хоть бы спасибо сказал. Ой, ребята! Привет, Спинозе! Бенедикту! Мам! Мам! К тебе дядя Коля идет. Он новую жизнь начинает.
Люба, видишь ли, я вполне освободился от тех идей, которые долгое время... Ну, дело не в этом. Дело в том, что я делаю тебе предложение. Я тебя люблю. А я вас нет. Ну, ты подумай, Люба. Это тебе. И еще. Если можешь, ты прости меня. Ну, сегодня на почте. Я очень сожалею. Дядя Коль, мама согласна. Это она так. Я, Вовик, новый двигатель изобрел. Вечный? Нет. Не вечный, но очень мощный. Очень мощный, а величиной вот со спичную коробку. Принцип конструкции очень простой. Вот смотри. Потом, дядя Коль, тебе давно пора жениться. Моя мама лучше всех. Пойдем. Пора, Вовик, пора. Пойдем.